Зажигать субботние свечи – обязанность каждой еврейской женщины. Но для того, чтобы свечу зажечь, ее нужно куда-то поместить. Подсвечники из предмета быта давно стали произведением искусства. К еврейской традиции люди приходят по-разному. Для большинства это чтение Торы, но для Римы таким проводником оказалась простая вещь – подсвечник. Она случайно начала собирать свою коллекцию, а сегодня на полках теснятся сотни антикварных изделий, найденных на блошиных рынках. Этот стиль называется израильяна, а Рима теперь известный собиратель, чью коллекцию время от времени берут на выставки музеи Израиля. Я приехала с Урала, есть такое выражение с Урала, и почти соответствует мне. Вот. Там я занималась наукой в том плане, что изучала свойства, структуры стали. Еврейская тема у нас как-то не рассматривалась в семье. Мама была с ярко выраженной еврейской внешностью, и мы жили с дедушкой, тоже и бабушкой, рыжей, огненно-рыжей бабушкой. Дедушка, я помню, еще перелицовывал старое пальто. Бабушка была белошвейкой, но уже не шила. Это я. И помню, что еще из еврейства мацу. Вышла я замуж за однокурсника Бобова, Алика. Родились у нас дети. И только вот уже в 99-м году моя племянница побоялась рожать в Москве в 35 лет первый раз. И поехала в Алию-Арец и сказала мне: тетка, может быть, ты тоже присоединишься. И мне сказали: забудь, что ты кандидат наук. Ты едешь, максимум, что ты сможешь там себя проявить, это метапельство. Я пошла работать в семью, чтобы скорее взять иврит. Но и попала в семью, где бабушка бежала из Иерусалима в Петах-Тикву, ей было под 100 лет. В семье, где нельзя было брать в руки сумку. Когда дочка видела, что я вдруг в шаббат беру, куда-то выхожу, сумка, она так закрывала меня, что бабушка не увидела. И бабушка на субботу выключала и прятала радио, вдруг дети нечаянно его включат. И наступило время пенсии, и я получила микбацей диюр. Вступила в пустой дом, и первое, что я поняла, что как еврейская женщина я должна купить шаббатный подсвечник, чтобы зажигать на шаббат и соблюдать традицию. Поскольку денег не было, въезжаем в квартиру, покупаем мебель, аллахадаша, все это. Решила кончить дешево, пойти на шук пиш-пишим купить. Купила подсвечник, мой первый. После второго я пошла, приобрела третий, более интересный. И как-то уже поняла, что это моя история. И я стала регулярно ходить за подсвечниками на блошиный рынок. А поскольку я металловед, сохраняла свою эту принадлежность и покупала только эти бронзовые подсвечники. Сегодня я могу сказать, что это огромное море произведений, которые были созданы в первые 20-е годы становления Израиля. Несмотря на голод, в то время так называемое время цены, когда по карточкам давали мизерные порции масла, колбасы. Кстати, я откуда это знаю, я еще работала у одной женщины в Тель-Авиве, которая имела магазин. Она говорит, как было трудно нам распределять эти миллиграммы. И в это же время были зодчие, были люди искусства, которые хотели тоже внести свою лепту в создание государства. Вернее, они хотели внести красоту в дом. Были маленькие дома, так называемые шикумы. И отсюда такие вот были очень маленькие миниатюрные подсвечники.
И из очень доступных, дешевых материалов это было оливковое дерево, это были бронзовые сплавы медсодержащие. Но они прекрасно вписывались в то время. Сегодня известно, это вид искусства в Израиле, которое называется исраэлиана. Причем, что удивительно, более известна она вот в массе народа, чем у представителей искусства. Хотя и на сегодня уже в фольклорном музее Эрец-Исраэль есть специальная большая постоянная выставка вот этого искусства первых 20-х годов Израиля, исраэлиана. Она включает предметы юдаики. И просто так вышло, что у меня получилась коллекция из шаббатных подсвечников. Я задавалась вопросом, откуда берутся подсвечники и прочие. Первые годы вообще ворохи документов на земле, в воздухе, фотографии. И в один из дней я увидела, откуда это все. Пришла машина, полная барахла. Вокруг нее выстроились антиквариаты блошиного рынка. И каждый уже брал по своей тематике. Один картины тащил, другой юдаику, третий фарфор. Я поняла, что просто дети, когда умирают их родители, приглашают этих старьевщиков, те заходят в дом, и детей совершенно не интересует. Они говорят, все, это все ваше, забирайте. Мебель, посуда. Им главное, чтобы была свободная квартира. И таким образом вот это вот все оказывается под ногами. Хорошо, если подбирается. Особенно, что производитель, дизайнер родился в Израиле. Ну, в Эрец-Исраэль. То есть еще не было государства Израиль, в Палестине. Но прослеживается польский мотив. Это польский мотив вот такой. То есть как от родителей Корея Шехтер, который создал потом фабрику Тамар, перешли вензели польские. А это техника производителя Вайнберг. Я долго искала, где он работал, как он. Почему-то даже нашла Вайнберг чуть ли не в Технионе, но поняла, что это другой Вайнберг. И тогда в eBay, там, где выставляется на продаже, я нашла скульптуру Вайнберга. И там было уже отмечено, что это литейная мастерская Вайнберга. То есть он освоил такую вот технику капельную, как будто бы. Очень много пишут в литературе по израильяне, что Марис Клейн, то есть Ашкелон, который изменил свою фамилию здесь, на Клейна Ашкелона, была такая мода в первые годы Израиля, изобрел способ патина. Это озеленение, что антикварные вещи из меди, они имеют такой зеленый оттенок. И я полагала, что вот это вот уже патина, вот это патина. И просто чудо, когда я в Хайфе есть аукционный дом антиквара, вот встретила этот действительно подсвечник фабрики Пальбель, руки Ашкелон. Но потом эту технологию сняли, потому что это химическая обработка, и по технике безопасности труда эта технология не проходила. Когда я стала собирать подсвечники, меня очень интересовали и темы, которые отражаются в них. И таким образом я пришла к расшифровке глав из Танаха. Некоторые удавалось сразу понять, что о чем говорит подсвечник.
Некоторые мне подсказывала моя подруга. Один подсвечник я назвала «Рамка». А оказалось, когда я прочитала роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова», что это лестница, а не рамка. Та лестница, которая же, и мы говорим, карьерная лестница, та, что нас соединяет с небом. И вот сюжет самого большого моего подсвечника я тоже нечаянно нашла в книге Шая Гнона, где упоминается о мифической огромной птице Бар-Йона. И таким образом подсвечники – это и мой путь в иудаизм.